Всем привет, Джейсон снова на связи. В этом видео познакомимся с беспроводной игровой мышкой ROG Gladius 3 Wireless от компании Asus. Итак, мышь имеет классический асимметричный дизайн, предназначена только для правшей. Размер средний, а именно 123 мм длина, 68 мм ширина, 44 мм высота. Вес мышки 89 грамм. В комплекте поставки помимо мышки есть инструкция пользователя, брошюра с информацией о гарантии, лист с 4 наклейками, съемный кабель USB Type-C, переходник с USB Type-C на Type-A, два дополнительных оптических переключателя Amron, пинцет для удобного извлечения переключателей из сокетов быстрой замены и набор из 4 запасных ножек. Передатчик спрятан в специальном магнитном кармашке в самой мыши. Пользуюсь мышкой ладонным хватом, и при этом с эргономикой у нее порядок. По крайней мере, в моей 20-сантиметровой ладони она чувствует себя прекрасно. В общем, ощущается мышка монолитно, ничего нигде не скрипит и не люфтит. Покрытие верхней панели представляет собой гладкий матовый пластик. Правая боковина имеет цепкую рельефную фактуру. Левая боковина сделана также из цепкого матового пластика с диагональными полосами, в которых проглядываются надписи при включенной подсветке. Эта зона характерна тем, что выполнена она при помощи лазерной гравировки. Под большой палец здесь есть тактильно ощущаемая выемка. Боковые кнопки находятся там, где нужно, большому пальцу неудобств не доставляют. Изготовлены из шершавого на ощупь пластика. Нажимается упруго, без свободного хода, с негромким щелчком. Панели основных клавиш отдельные от корпуса. Нажатие среднее. Звук получается отчетливый. Из коробки в ней установлены фирменные механические переключатели ROG на 70 миллионов нажатий. Как вы уже догадались, их можно самостоятельно заменить на оптические. Чтобы добраться до внутренностей, достаточно снять две резиновые заглушки возле задних ножек и выкрутить два винта. Верхняя часть мыши снимается полностью. Вся электроника остается на нижней панели. Обе боковые кнопки и энкодер колеса прокрутки сделаны фирмой Kail. Колесо прокрутки прозрачное и прорезиненное, с диагональными насечками. Клик хороший, четкий. Оно довольно тихое и имеет четко выраженные позиции при прокрутке. Глянцевый треугольный переключатель разрешения негромкий, нажимается туговато. Зон подсветки всего 3. Это логотип бренда, колесико и левая боковая панель. Передняя панель имеет углубление, в котором расположен разъем USB Type-C. Комплектный кабель, используемый для зарядки встроенной батареи и управления мышкой в проводном режиме, представляет собой мягкий и гибкий шнур, длиной в 2 метра, завернутый в оплетку типа паракорд. С одной стороны у него стандартный разъем USB Type-A, а с другой USB Type-C. У обоих имеется защита от перегиба. На нижней части мышки возле передних ножек встроен трехпозиционный переключатель режимов ее работы. Здесь их 3, это Bluetooth, провод или приемник 2,4 ГГц. Под переключателем находится кнопка PR, которая используется для соединения мыши с другими устройствами по Bluetooth, а также переключения между ними. Поддерживается переключение между 3 подключенными устройствами. Для мышки можно настроить и сохранить 5 профилей, и затем переключаться между ними, так сказать, на лету с помощью вот этой кнопки. Скользит мышка на 5 тефлоновых ножках, 4 расположены по углам, а 1 вокруг сенсора. Для их удобной замены предусмотрены специальные пазы в корпусе. Скользит мышка отлично, так что к ним вопросов нет. Сенсор здесь использован Pixar 3370. Это на данный момент один из топовых игровых оптических сенсоров, рассчитанный на беспроводное использование. К его работе у меня никаких претензий нет. Разрешение может меняться в диапазоне от 100 до 19 тысяч dpi, с возможностью программной настройки до 26 тысяч. В качестве ПО используется универсальное решение под названием Armoury Crate. В первой вкладке реализована возможность настройки каждой клавиши. Во второй вкладке находятся настройки параметров сенсора. Следующая вкладка — это настройки подсветки. Отдельно доступна раздельная настройка светодиодов, колеса прокрутки, логотипа и боковины. Aura Sync позволяет синхронизировать подсветку с другими устройствами. В следующей вкладке доступна возможность калибровки сенсора в зависимости от используемого коврика. Уровень заряда аккумулятора, параметры энергосбережения и индикации при разряде аккумулятора доступны в отдельном разделе. Мыши ПО поддерживают автоматическую и принудительную проверку обновления прошивок и программного кода. Редактор макросов, понятное дело, присутствует. Время зарядки встроенного аккумулятора через порт USB 2.0 составляет примерно 3 часа. Насчет автономности мышки, то она в значительной мере будет зависеть от настроек спящего режима и подсветки. При работе через приемник 2,4 ГГц я ее использую с полностью отключенной подсветкой, и переход в сон настроен спустя минуту простоя. В таком варианте заряда хватает примерно на 60 часов непрерывной работы. Насчет времени простоя, то я рекомендую его выставлять на 1 минуту, поскольку переход в состояние активности происходит практически мгновенно. Про автономность в режиме Bluetooth ничего сказать не могу, так как в таком варианте я ее вообще не использую. Производитель же заявляет при условии отключенной подсветки до 85 часов непрерывной работы.
Подводя итог, Asus ROG Gladius 3 Wireless можно назвать универсальным игровым манипулятором, так как она способна работать и по кабелю, и без него, и с любыми устройствами. Также это топовый сенсор, отличное колесико, отличный кабель, качественные тефлоновые ножки плюс наличие в комплекте дополнительных, и что немаловажно, конкретно в моем случае, это отличная эргономика и не особо большой вес. Плюс имеется возможность работы и с механическими, и с оптическими переключателями. Главное, что при работе через приемник 2,4 ГГц отзывчивость мышки ничем не отличается от проводного режима, поэтому ее можно использовать для игровых баталий совершенно любого уровня. Ну а на этом у меня все. Ссылочки с актуальными ценами на данную мышку найдете в описании. Не стесняйтесь ставить лайки, делиться своим мнением в комментариях, а также оформить подписку на мой канал, если еще не подписаны. Для вас это пара кликов, а для меня и моего канала это огромная поддержка. Также подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка на него есть в шапке канала, там я буду выкладывать немного заранее то, что будет у меня на обзорах. Всем хорошего настроения, с вами как всегда был Джейсон, до скорого!